И здесь я снова начал лепить тело с помощью примитивных предметов, чтобы получить больше контроля над позой и пропорциями тела. В отличие от предыдущих уроков, я использовал для этой задачи почти исключительно сферы. Это хороший способ, если ты уже знаешь, какие формы тебе нужны. Я также не создавал так много отдельных объектов, как на уроках, и сохранил все относительно унифицированным. Самые важные части тела, которые нужно пока держать отдельно, это разные движущиеся части, такие как конечности и их суставы. Я также использовал зеркальные модификаторы с центрированным зеркальным объектом для всех них. Также приятно отметить, что я фактически создал тесты экспрессии для Rain, которые войдут в третью главу курса, прежде чем я вылепил тело. Но я обычно рекомендую сначала вылепить тело, чтобы получить хорошее общее представление о дизайне персонажа, прежде чем вдаваться в детали и настраивать голову, чтобы она лучше работала для последующей анимации и такелажа. Мы скоро доберемся до теста на экспрессию. Что касается рук, я все равно выбрал кубики, так как это экономит мне некоторое время на создание правильных форм. На этом этапе я не очень заботился о формах и формах тела. Я хотел найти хорошие пропорции и объемы отдельных частей тела и всего в целом. В этот момент я стремился к сильно стилизованным пропорциям тела с довольно маленьким торсом и большим тазом и ногами. Позже я все больше и больше смягчал это направление, чтобы сделать дизайн более обоснованным и правдоподобным, а также чтобы он лучше сочетался с уже вылепленной головой. Но у меня определенно была дизайнерская цель преувеличить ноги по сравнению с довольно стройным торсом. Чтобы измерить руки верно, а еще здорово поворачивать их вокруг плеча и смотреть, как далеко они могут дотянуться. Поскольку я еще не был уверен, останутся ли пропорции тела такими, какие у меня были на данный момент, я внес коррективы в голову только с помощью дополнительных клавиш формы. Таким образом, я мог бы легко вернуться к оригиналу и смягчить изменения, которые я внес позже. Ты можешь заметить, что в целом техники, которые я использовал, примерно те же, но иногда совершенно разные. Есть много способов подойти к процессу лепки, и ни один из них не является строго неправильным. Как только у меня были все отдельные объекты на месте, я снова продублировал коллекцию и начал детализировать формы и формы. Тогда еще не было повторного измерения вокселей, так что на данный момент я все еще переписывал все с помощью динамической топологии. Хотя я уже лепил грудь. Я могу порекомендовать сначала определить туловище и особенно грудь, прежде чем делать это.
Если ты этого не сделаешь, тогда тебе нужно обратить пристальное внимание на то, что грудь является продолжением туловища поверх обычных мышц и костей, и, кажется, не выпирает наружу или в грудь. В эти промежутки времени ты можешь заметить, что я использую свой личный ярлык Shift-Z, чтобы часто включать и выключать наложение каркаса. Это все еще очень здорово, чтобы проверить плотность сетки, на которой вы лепите, и если есть какие-либо проблемы с растяжением или разрешением, с которыми вам приходится иметь дело. Вы также можете изменить цвет вариантов затенения на черный, особенно при использовании обычных матовых колпачков. Это может быть быстрый способ увидеть силуэт вашего персонажа и объектов. Еще одна важная вещь, о которой нужно поговорить, это позы для отдыха. Это поза, в которой будет установлен персонаж, и это состояние персонажа по умолчанию в целом. Для гуманоидных персонажей есть две позы, которые обычно выбирают люди – поза Т и поза А. Т-образная поза – это когда руки прямые под углом 90 градусов к туловищу. Как правило, это облегчает настройку и анимацию, но чем реалистичнее ваш персонаж, тем выгоднее будет сделать позу более расслабленной. Поза обычно определяется тем, что руки наклонены ниже, например, под углом 45 градусов, что расслабляет как бицепсы, так и трицепсы рук и в целом множество мышц. Некоторые идут еще дальше и наклоняют руку и пальцы так, чтобы все мышцы были полностью расслаблены, но поза покоя идет дальше, чем просто руки. Другими сложными областями могут быть туловище. Как правило, более привлекательно и удобно делать спину изогнутой, но анимировать и настраивать ее может быть значительно проще, если вы держите спину относительно прямой. Ноги и ступни также должны быть направлены прямо вперед в большинстве случаев. Как правило, старайся не сгибать колени как при вращении, так чтобы ноги были повернуты внутрь. Это кошмар, который нужно подстроить и оживить. Даже лицо нуждается в позе покоя, но мы, конечно, вернемся к этому в третьей главе. Но в целом поза покоя тела не обязательно должна быть привлекательной. Это должно быть функционально. Но, конечно, именно поэтому мы также в конечном итоге поговорим о том, как позировать и представлять вашего персонажа, чтобы в конце концов не демонстрировать нашу уродливую позу покоя. С точки зрения мускулов, этот персонаж гораздо более ручной. В первом уроке этой главы я рассмотрел мышцы, и эти уроки также могут быть применены здесь. Я могу порекомендовать посмотреть разницу между структурой и размерами костей и мышц в интернете, так как, несмотря на то, что представлены одни и те же мышцы и кости, они могут выглядеть совершенно по-разному у мужчин и женщин. Для дождя большинство мышц сглажены и покрыты накладывающейся жировой тканью, что также значительно облегчает лепку и стилизацию, поскольку, как правило, требуется меньше деталей для работы.
Я также могу порекомендовать посмотреть размещение жировой ткани на мужском и женском телах для справки. Если только ты не хочешь сделать в основном метлу персонажа для рук и пальцев. Я просмотрел эти скульптуры гораздо быстрее, чтобы получить хорошее первое впечатление, прежде чем определять их позже. Но стилизация уже идет полным ходом с гораздо более тонкими руками и более кубическими большими руками. Определенно поиграй с формами и посмотри, что тебе больше подходит. Как только у нас все будет так, как мы хотим, мы можем начать объединять объекты. В моем случае я хотел бы скорректировать его еще больше, так как в итоге я резко изменил пропорции тела, размер тела и стилизацию. Но я действительно заметил это только после того, как добавил одежду. Я также все еще использовал старый рабочий процесс с логическим модификатором, поскольку в то время Voxel Remisa еще не был реализован таким образом. Это определенно был более длительный процесс. Еще и потому, что я не использовал никаких дополнений для этой задачи. Как правило, мне нравится менять объекты, которые используются для логического значения, на ограничивающие рамки в параметрах отображения области просмотра объектов в редакторе свойств. Это позволяет легче увидеть конечный результат и изменить преобразование отдельных объектов, в то же время видя, как это влияет на целое. Как только я объединил и применил все, я продолжил сглаживать объединенные области и лучше растушевывать конечности. Я также начал больше интересоваться полировкой форм и поверхностей. Также были внесены некоторые изменения в силуэт и баланс стояния. В конце концов, я еще больше отрегулирую руки для лучшей позы покоя, но сейчас речь идет просто о смешивании объединенных частей.
Анатомия области локтя долгое время была довольно странной. Изгиб и расположение мышц вокруг сустава не должны выглядеть так, как будто они разделены локтевым суставом. Я исправил это позже, но, оглядываясь назад, я всегда вспоминаю об этом, когда смотрю на эти записи. Это причина, по которой тебе нужно все время внимательно изучать ссылки. Я также немного сгибал некоторые края, чтобы сохранить часть этого геометрического стилизованного вида. Чтобы получить ногти, я замаскировал некоторые участки, чтобы сначала знать, где они будут размещены и насколько они велики, а затем начал вытаскивать их из кончиков пальцев с помощью кисточки. Ступни будут оставлены довольно простыми, но они все равно должны иметь правильные пропорции и формы, чтобы определить, как обувь облегает их. Орфографический взгляд действительно может помочь в этом, чтобы соответствовать размеру ступни остальной части тела, не думая об искажении перспективы. Определенно время от времени прячь волосы, чтобы напрямую сравнить размер головы с пропорциями тела. Волосы могут дать неверное представление о фактическом размере тела, поэтому время от времени включайте и выключайте их.